Данный фильм призван упорядочить представление об автомобиле. Все сведения в нем основаны на широком и систематическом сборе информации, ее тщательном изучении, проверке и сопоставлении. Этот автомобиль привлек мое внимание по множеству причин, которые последовательно раскрываются в каждом из сюжетов. Представленный материал берет свое начало от идеи сделать обзор, но я не автообзорщик и не блогер, поэтому в отличие от авторских обзоров, содержательная часть никак не касается личных мотивов или мнения, сопоставления автомобиля с его конкурентами или же текущего состояния в исторической перспективе. Вместо этого делаю ставку на информативность и широкомасштабный взгляд на модель, на историю, эволюцию и технические аспекты. Автомобиль, хотя и редкий, о нем уже снято множество видео. И я решил, что если моя задача выстроить максимально краткую, но вместе с тем максимально глубокую и достоверную характеристику, то в основной линии повествования, в смысловой фактуре и всех сведениях стоит исходить прежде всего из видения проекта его автором, которое отражено в его автобиографии. Повествование также будет вращаться вокруг исторического интервала и нескольких автомобилей, которые связывают историю воедино. Сегодня, больше чем когда-либо, тема фаэтона будет являться предметом повествования. Перемещаться по отдельным эпизодам вам помогут тайм-коды, размещенные в описании. Приятного просмотра! Начнем с кратких исторических предпосылок, так как история создания автомобиля является частью общей картины. Преобладающей личностью в этой исторической картине являлся Фердинанд Карл Пьех, член одной из самых известных автомобильных семей Европы. Это человек, который находился в центре немецкой автомобильной промышленности в течение 5 десятилетий. Он являл собой яркий торжествующий пример подхода, полного отдачи во всех смыслах. Он был определенно ориентирован только на результат и ставил перед собой глобальные цели. Одна из них – доминировать в 24-часовой гонке Ле-Мана в 1960-х. Он принял решающее участие в разработке автомобиля Porsche 917, легендарного гоночного автомобиля, который мог развивать скорость до 240 миль в час. Вопреки рекомендациям правления, Пьех вложил огромные средства в его совершенствование. Его цель была достигнута в 1970 году, а череда побед, которая существенно изменила компанию, оправдала все вложения в проект. Автомобиль, выпущенный тиражом в 25 штук, вошел в историю. В самой мощной версии разгон до 100 км в час составлял всего 2,3 секунды. Позднее Фердинанд Пьех также сыграл решающую роль в создании уникальной системы полного привода Quattro и других разработках для различных автомобилей Audi. 1997 год. Эпоха предначертаний. Я склоняюсь в сторону спортивных авто с мощными двигателями. И тут немалую роль играет мой личный мотив для очень особенного и роскошного автомобиля. Предполагаемая модель автомобиля основывается на изучении лучших и новейших предложений из представительского класса. Наша цель – построить автомобиль, ни в чем не уступающий изобретениям лучших из монстров автомобильного мира. Это будет автомобиль, который ярко и достойно представит самого себя. Стартом для проекта был 1997 год. Годом позже первая разработанная серия была заморожена. Накануне нулевых у Фердинанда Пьеха было множество проектов, о которых мало информации. Как, например, один из них – полноприводный суперкар, получивший впоследствии символичное название Нардо, в честь итальянской трассы, где автомобиль установил несколько рекордов скорости. Этот автомобиль с кузовом работы Ital Design был представлен осенью 1998 года. Его название также отражало конфигурацию мотора, скомпонованного из двух VR6 с первоначально достигнутой мощностью в 420 лошадиных сил. В тот же момент Пьех курирует разработку нескольких концепт-каров, и одним из них занимается вплотную. Загадочный концепт D 16 сентября 1999 года на Франкфуртском международном автосалоне концерн впервые показывает этот автомобиль под брендом Volkswagen. Представленный в единственном экземпляре с четырехместным салоном, полным приводом и пневмоподвеской, построенный на совершенно новой самостоятельной платформе, одной из отличительных черт которой являлась беспрецедентная жесткость кузова на кручение, сопоставимая с показателями для спортивных автомобилей. В дизайне чувствуется спокойное и покоряющее излучение элегантности, без вычурных штрихов или декораций. Комфорт и бесшумность концепт D резко контрастировали с мощностью, которая скрывалась в его подкапотном пространстве. Автомобиль оснащен инновационным дизельным двигателем V10, впервые в автомобиле такого класса. При создании двигателя использовался многолетний инженерный опыт и амбиции, простирающиеся в легендарные автомобильные соревнования Ле-Мана. Таинственный автомобиль, сочетающий в себе определенно высокие представления и идеалы, олицетворяющий амбициозные цели создателя. Многообразие функций и технического оснащения в тот момент также очень сильно впечатляло.
концу года проект был обозначен главным по значимости с проектом Porsche 917, и де-факто на нем были сфокусированы все усилия. К 2000 году в суперкаре Nardo был модифицирован двигатель в Twin Turbo с мощностью уже 600 лошадиных сил, и теперь автомобиль разгонялся до 100 км в час за 3,5 секунды. Так вышло, что к середине 2000 года Фердинанд Пьех видел в одном из своих концептов лучший в мире представительский автомобиль, и этот концепт, как воплощение мечты, ставил в приоритет очередную грандиозную цель – сделать этот автомобиль серийного производства. Вместе с Клаусом Бишофом курировалась разработка полностью функционального макета в крупном масштабе, который был неоднократно переработан Ital Design. По состоянию на дату выхода видео, макет остается самым сложным и дорогим за всю историю концерна. Казалось, что такие почести серийному автомобилю – это уже слишком. Уже в то время проект был чрезвычайно дорогим. Дальнейшие требования по конструктивной и технической доработке также казались невыполнимыми. Наша работа по созданию большого представительского автомобиля не остановится. Мы в активном поиске возможностей на реализацию задуманного. Непосредственная конкуренция концернов привела нас под прицел монстров, и наша планка начала подниматься. Важным решением был технологический скачок в пусть и затратных, но впереди идущих инновациях, стоимость которых не имеет значения. Главное – результат. Ведь это именно то, что даст превосходный комфорт и динамику езды, и, соответственно, сделает наш автомобиль выгодно отличающимся от конкурентов. 5 лет мы просчитывали все до мельчайших деталей, от проекта до выпуска первого экземпляра, и это нормально для проекта с самого нуля, для создателей, заинтересованных в своем детище. Там, где нам мешала рутина, мы переключались на параллельные проекты. Мы сделали ставку на высокопробную сталь с добавлением искусственных материалов. Мы взяли за правило отличительный признак для элитных авто. Сначала сталь, потом уже алюминий и прочие синтетические добавки. После напряженных проб, изысканий и многолетних расчетов был найден прототип, который бы устроил нас практически по всем значимым критериям. Наконец был решен вопрос о форме кузова. Окончательно были проверены все расчеты. В связи с изменением статуса страны возникла серьезная дилемма, но прогресс проекта из-за этого не мог останавливаться. Нам пришлось многое бросить и создать что-то гораздо лучшее, с возможностью постоянных экспериментов и использованием последних инноваций. Были тщательные исследования в области производства и сбыта, ушли месяцы на бесконечные согласования и регистрации патентов, ведь мы хотели создать великолепный автомобиль с интерьером, достойным лучших моделей. Слыша восторженную похвалу в адрес Daimler и BMW, мы решили пойти другим путем, понимая, что следует создавать что-то новое. Автоконцерн в Ингольштадте, судя по всему, не задумывался всерьез, чтобы рассматривать идею появления Volkswagen в таком классе. Но мне все равно, где я создам, но я создам комфортабельный лимузин со спортивным уклоном, и в этом корень моей жизни. Временной интервал был очень узок, конкуренция требовала решительных действий, оставался всего 1 год до запуска серии. К концу 2000 года рождается финальная концепция. В первом приближении прослеживается явная лаконичность дизайна. Несмотря на черты, выражающие представительский имидж, в то же время облик автомобиля воплощает скромность и сдержанность. Утверждающее начало было положено, автомобиль приобрел название. Само название, вопреки тиражируемой многими авторами и блогерами версии, восходит от легендарного величественного представительского автомобиля 1937 года Хорх 951A, имеющий непосредственное отношение к концерну. Автомобиль черного цвета, как первоначальный символ высочайшей ценности, послужил вдохновением возродить традицию, утерянную в 20-х и 30-х годах. Традицию строительства больших массивных фаэтонов и дорогих элегантных родстеров. Позднее, заняв свое место, окруженный современными фаэтонами, Хорх был призван олицетворять преемственность поколений, независимо от трансформаций и трендов в дизайне.
Менее яркое выражение истоки названия находят в далеких временах и легендах. Считается, что название для типа кузова ухорь с открытым верхом происходит именно оттуда. Параллельно Пьех преследует цель – построить самый быстрый серийный автомобиль. Цель получает отчетливое выражение в концепт-каре Bugatti Veyron с принципиально новым W16 мощностью в 1001 лошадиную силу, представленный широкой публике впервые осенью 2000 года. Тот самый Bugatti, имеющий свои итальянско-французские корни, сохранил уникальную идентичность суперспортивного автомобиля и немного позже закрепился как самый быстрый на тот момент автомобиль среди серийных. Особую ценность своего личного хобби в создании нашего автомобиля я вижу в обеспечении его комфортным климат-контролем. Несколько лет я был фанатом Cadillac, имея различные модели. Главное из-за их надежного и комфортного климат-контроля. Еще одним существенным критерием в смете затрат станет 25-компонентный электрический привод для идеального распределения воздуха в 4 отдельных пассажирских зонах. А остекление с высокими изоляционными свойствами удалось достичь после применения многослойной технологии, обеспечивающей улучшенное поглощение температурного воздействия и снижение ультрафиолетового излучения, дополнительно способствуя улучшению показателей акустического комфорта. Пассажиры фаэтона смогут использовать собственные настройки климата независимо друг от друга. Доступный температурный диапазон от 18 до 28 градусов по Цельсию, с возможной разницей в 5 градусов между зонами. К середине 2001 года проект Нарда уходит на второй план, а Bugatti Veyron демонстрирует впечатляющие результаты, но по замыслу Пьеха все еще нуждается в дальнейшей доработке. Я уверен, что у фаэтона великолепно решены задачи в отношении руления. Что мы и проектировали, мы получили выдающуюся надежную машину с очень выгодной аэродинамикой, что придавало немалую значимость в общей оценке характеристик. Как-никак в проекте автомобиль с 3-метровой колесной базой. Пневмоподвеска фаэтона великолепно настроена, что в совокупности с рабочими задачами и последними нюансами придало наибольшую значимость в оптимизации. Особый интерес представляет тот факт, что подвеска может быть тугой и жесткой, но она не влияет на изысканность и утонченность управления и комфорта для длинного седана. В настоящий момент это несомненно делает наш автомобиль выгодно отличающимся от конкурентов. Но сейчас нужно было решать острейшую проблему местонахождения завода по доводке и серийному производству фаэтона. Как австриец я хорошо знал Германию, но мне очень нравился красивый старинный город, поэтому завод я представлял в виде роскошной стеклянной оранжереи, которая сама по себе должна была стать дополнением к шикарной архитектуре Дрездена. Любовь к автомобилестроению порождает страсть и усердие, и этот автомобиль не исключение. Отдельный завод для сборки всего одной модели. Это стеклянное здание сочетает в себе черты автомобильного завода, музея с паркетными полами, зала с симфоническим оркестром, где появлялся каждый автомобиль. Вслед за фасадом всех исторических событий на воздвигшейся стеклянной мануфактуре в Дрездене из более чем 8000 деталей стартовала линия ручной сборки. В материалах применялось 16 видов оцинкованной стали, где 57% высокопрочная сталь, 41% обычная сталь. Излишним будет во всех деталях упоминать об инновациях и технологичности стеклянной мануфактуры на тот момент времени. Если вы прежде не сталкивались с этой информацией, посмотрите отдельный ролик, доступный по ссылке в описании.
Уже в конце 2001 года были претворены в реальность первые экземпляры краткобазной версии с возможными конфигурациями 4 или 5 мест в салоне, с бензиновыми двигателями V6, V8 и W12. В тот момент автомобиль получает несколько наград по очень авторитетным классификациям. В частности, награждается престижной премией Венского технического университета за инновационную технологию, которая была применена для разработки сидений седана. А также во второй половине 2003-го автомобиль награждается призом IF Gold Awards за свой дизайн. Награда немецкой организации IF International являлась в тот момент одной из самых значительных наград в мире автомобильного дизайна. В то же время появляется новый представительский автомобиль Bentley Continental GT, а на пороге 2003 года появляются первые экземпляры фаэтона длиннобазной версии, а спустя еще 2 года новый представительский седан Bentley Continental Flying Spur. Так, эксклюзив и особенности Concept D с присущей ему спецификой нашли свое отражение и в новых моделях Bentley, использующих идентичную платформу, доработанную в фаэтоне. Это дало толчок для продвижения вперед технических и функциональных возможностей. Это вариация длиной в 7 метров. Существует всего 2 экземпляра. Заявленный как первый полноприводный лимузин с двигателем W12, был впервые представлен в середине 2005-го. Внутри стилистика привычного интерьера, но также есть и существенные отличия, такие как аппликация из дерева в качестве напольного покрытия. В целом интерьер лимузина содержит отдельную основную зону, где 4 18-позиционных кресла с независимыми регулировками. Возле каждого кресла интегрирован складной стол в различных исполнениях. Отдельное внимание уделено подсветке салона, которая реализована с возможностью выбора из 256 оттенков, что позволяет подобрать наиболее подходящую под настроение тональность подсветки. Помимо этого, интерьер Phaeton Lounge располагает холодильником и мини-баром, интегрированными в потолок 17-дюймовыми мониторами и 12-канальной аудиосистемой. Спустя несколько лет совокупные продажи Phaeton достигают 29 тысяч единиц. А позабытый концепт в некоторых визуальных чертах воплощается в еще один невероятный проект, принадлежащий к высшему ярусу автомобилестроения, с дефорсированным W16 от Veyron мощностью 800 лошадиных сил.
Очередной концепт-кар получает возможность проявить себя на исторической сцене. В данном классе на конец 2009 года Галибер оценивался как один из самых дорогих автомобилей в мире. К 2010 году Phaeton подвергается уже 4-му рестайлингу. В общих чертах стоит отметить, что за 15 лет производства под официальными индексами и помимо них насчитывается 7 этапных визуальных изменений, во многом неочевидных, поскольку эти трансформации не были привязаны ни к смене двигателей, ни к прочим конструктивным доработкам и изменениям. На рубеже 2014 года еще не анонсируемое второе поколение Phaeton находится на стадии полностью подтвержденной к серийному выпуску модели, производятся финальные доработки. Хотя официально автомобиль нигде не показывают и не возникает ни одной связанной с этим поводом новости в медиапространстве. Планируемые вариации двигателей – дизельные V6, V8, гибридный и атмосферный V6 и W12, четырехместное исполнение с удлиненной колесной базой. Визуально Phaeton сохранил сдержанный стиль, как и в первом поколении, но перед Марком Павони и Томашем Бачорски также стояла задача подчеркнуть признаки флагманского седана F-класса, что и было реализовано в утвержденной концепции дизайна. К концу 2015-го новое руководство в лице Герберта Диса и других топ-менеджеров, склоняясь в сторону оптимизации расходов на реализацию намеченных планов по продажам и рассчитывая на увеличение показателей прибыли от более массовых и рентабельных моделей, настаивали на переносе старта серийного производства Phaeton D2 на 2017 и 2018. Технологически второе поколение Phaeton олицетворяло собой самые современные концептуальные разработки концерна по части эргономики интерьера и оснащения опциями. Так же, как это было у Phaeton первого поколения, в 2001-2002 году реализованные разработки Phaeton перенеслись позже в соседствующие серийные модели. И в этот раз, используя модульную платформу MLB EVO, как пример реализовали в 2018 на новых поколениях Touareg и Audi A8. В апреле 2016 было официально объявлено о прекращении производства Phaeton первого поколения, а относительно второго так и не было принято решение о дате начала серийного производства. По всей вероятности, это было связано с обрывом связи Фердинанда Пьеха в апреле 2015, а также чередой других немалозначимых событий для концерна. Возвращаясь к первому поколению, мы видим, что чрезмерно сдержанный имидж в комбинации с брендом, несмотря на яркие преимущества и технические данные, не способствовал высоким показателям продаж автомобиля. Хотя у соплатформенников Phaeton в реализации планов по продажам дела шли хорошо. Совокупно было продано более 120 тысяч экземпляров, и до 2019 года оба автомобиля производились на этой же платформе, с 2 рестайлингами и модификациями двигателей. Спустя 20 лет Phaeton классифицируется как Youngtimer и вместе с многими примерами автомобилестроения останется в истории, преимущественно как один из самых редких, недооцененных и неизвестных автомобилей.
Он участвовал в съемках более чем в 100 фильмах и более 200 сериалах. В числе людей, которые выбирали фаэтон, были заметные личности, такие как Шон Коннери, Роджер Мур, Сталлоне, Шварценеггер, канцлер Герхард Шрёдер, Ангела Меркель, Папа Римский, Михаил Жванецкий, Дмитрий Маликов, Павел Коган и другие. Для нас фаэтон останется одним из примеров, где страсть и любовь к автомобилестроению уступили место деловому расчету и правилам маркетинга. За 15 лет производства фаэтона совокупно было произведено около 84 тысяч экземпляров. Последний экземпляр был выпущен в начале апреля 2016 с двигателем V8. За время всех наблюдений, подчеркнутых из всех возможных источников, в своем большинстве все фаэтоны разные. Может показаться, что не существует даже двух автомобилей, совпадающих по опциям и расцветке. Также в фаэтоне опции, двигателя, типа кузова, количество мест не создают никаких линейных закономерностей, полная ротация. Временные рамки хронометража не позволяют мне даже коротко описать все многообразие. Пересечение абсолютно любых вариаций 4- или 5-местного исполнения, вариаций двигателей и колесной базы на протяжении практически всего периода производства прослеживалось на фаэтонах независимо от набора опций, комплектаций или концепций, индивидуал или эксклюзив. Однако был интервал производства, когда элементы, которые нельзя было получить никаким другим способом, были доступны только при некоторых закономерностях. Примеры включают в себя различные временные промежутки производства. Это индивидуальный дизайн колесных дисков или же, например, наличие зеркал для задних пассажиров, доступных только в удлиненной версии. Пожалуй, единственный фаэтон, который мы никогда и нигде не видели, это длиннобазное или 4-местное исполнение с сиденьями велюровой отделки. И я сейчас не шучу, действительно есть отдельные единичные причудливые примеры отделки сидений велюром. И в очень редких случаях встречались такие конфигурации, независимо от года производства и прочих критериев. Существуют примеры в различных исполнениях, 12-позиционные или 18-позиционные, с опциями памяти положений или без. Все зависело от того, какие сиденья и другие параметры интерьера были заказаны в конфигураторе автомобиля из более чем 150 вариаций. Стоит отметить, что максимально возможные 18-позиционные кресла с массажем и обдувом существуют также и в исполнении без перфорации и, соответственно, без обдува, что встречалось редко и для любых вариаций с количеством мест и колесной базы. А 12-позиционные сиденья в период с 2001 по 2002 могли встречаться без поддержки для ног. Сиденья в стандартном исполнении также могли быть с массажем и вентиляцией, независимо от кузова и количества мест. Независимо от любых других опций, начиная с 2003 года, стало возможным дополнительно заказать опцию кожаной отделки торпеды и связанную с ней отделки кожи верха дверей. В начале 2007-го, к годовщине Дрезденской стеклянной мануфактуры, было произведено 50 единиц специальной серии, доступных изначально только для рынка Германии, с двигателями 4,2 литра V8 и 3.0 V6 TDI. Несмотря на абсолютную вариативность, к которой мы привыкли, с 2008 года появились и серийные комплектации, и определенные закономерности в минимальном наборе опций. К примеру, если раньше наряду с дорогими опциями можно было наблюдать отсутствие простейших, то теперь, например, опция подогрева сидений стала неотъемлемой для длиннобазной версии или версии с двигателем W12. Хотя такие опции, как, например, доводчики дверей, оставались независимыми ни от типа двигателя, ни от колесной базы или количества мест. Фаэтон Individual. Это индивидуальная концепция для интерьера, ориентируемая на эксклюзивные штрихи оформления, не включающая в себя определенные закрепленные комплектации. Достаточно было только одной из опций – отделки сидений и дверей с элементами индивидуализации или отделки потолка алькантарой, то такой автомобиль получал надписи на порогах и в моделях до 2009 года тиснение на подголовниках сидений с символикой Individual. Опционально можно было рассчитывать на хромированные окантовки ручек регулировок передних, а в 4-местных версиях и задних – сидений. В
Вместе с Individual не обязательно стоило рассчитывать на прочие дорогостоящие опции, типа DIN-аудио или расширенного дерева, отделки кожи торпеды и верха дверей. Все это оставалось отдельными, не привязанными ни к чему опциями. Однако чаще всего так совпадало, что Individual действительно включали в себя редчайшие опции, например, системы электронно складывающихся столиков для задних пассажиров или встроенный факс. Опция была доступна только в 4-местной версии в вещевом отсеке между задними сиденьями. С конца 2009 года Individual был переименован в Exclusive, отличаясь от прежнего отсутствием теснений на подголовниках сидений и логотипа на переднем крыле, только гравировка на порогах. А в 2012 набор опций подвергся еще одному изменению. Оставшиеся в производстве вариации фаэтонов с двигателями 3.0, 3.6, 4.2 оснащались несколько иным набором минимальных комплектаций. Делая шаг назад к началу производства и первому поколению, нельзя не остановиться на периодизации, ведь за все время облик автомобиля менялся 7 раз. Указываемые далее даты начала или завершения производства предполагают округление, поэтому могут отличаться в меньшую или большую сторону на 2-3 месяца. Разумеется, я поставлю акценты лишь на некоторые из заметных визуальных изменений, которые происходили за весь период. В действительности же их были сотни, менялись все блоки и системы, было множество обновлений дизайнов колесных дисков и расцветок интерьера, что сейчас я не стану затрагивать, все это тема для отдельных видео. С конца 2001 года был самый первый облик и интерьер. Претерпев несколько стадий обновлений, этот облик до 2010 года разительно не изменился. Отделка шпоном в районе подстаканников на центральном тоннеле в тот момент была опцией, а с 2003 по умолчанию. В 2005 появляется измененная решетка радиатора с малозаметными изменениями по краям. В весьма редких модификациях такие фаэтоны поставлялись на рынок США. У этих же версий были имплементированы элементы поворотников в передней молдинге и немного иная версия задних фонарей с практически незаметными диодами по бокам, также выполняющими функцию поворотников. В этот период были внесены некоторые коррективы и обновления по части электрики автомобиля, в частности обновлена коншина, обновлен инструментарий для следующего модельного года, что закономерно, поскольку примерно каждые 2 года генерации существенно менялись. Далее используется сокращенный от Gross Product Update Index, обозначающий последующие изменения. GP1 – легкие визуальные изменения, новые фары с дневными ходовыми огнями и динамическим освещением в поворотах. Изменения коснулись также решетки радиатора и эмблемы. На крыше была размещена телефонная антенна в форме плавника. На элементы управления головного устройства добавлены хромированные окантовки. Появился контроль мертвых зон и телефон нового образца. Переработан и перемещен из-под переднего бампера за решетку радиатора радар круиз-контроля. Теперь были доступны опции системы Follow to Stop и Front Assist с визуальным и акустическим оповещением. Ручка на крышке полубагажника стала пластиковой. Данная генерация завершает свой производственный цикл ближе к концу 2008 года. Следующая генерация GP2, конец 2008 и первый квартал 2009, не ограничивалась визуально-эстетическими деталями. Был обновлен руль, головное устройство, опционально с Bluetooth, новым модулем DVD, 8-дюймовым сенсорным экраном, камерой заднего вида, слотом для карты SD, интерфейсом Media-In и штатным жестким диском. А вместе с этим изменилась и панель управления климатом в задней части салона для 4 и 5-местных версий. Панель комбинации приборов и другие элементы теперь с белым цветом подсветки. Изменился цвет базовой отделки пластиковых элементов салона. Изменились элементы переднего бампера, а нижние накладки дверей и части переднего и заднего бампера стали окрашиваться в цвет кузова. Появились зеркала в потолке для задних пассажиров. Зеркальный элемент в боковых зеркалах заднего вида теперь был выполнен без окантовки черной рамкой. Было прекращено производство моноксеноновой оптики, которая, впрочем, и на предыдущих генерациях встречалась редко. Следующее изменение минимально унаследовало черты предыдущих. GP3 2010-2011. Изменения были проведены в рамках дизайнерской концепции Design DNA, разработанной главным дизайнером концерна Вальтером де Сильва. Кардинальным образом изменился облик передней части кузова, автомобиль приобрел более пестрые очертания. Обновлен дизайн переднего бампера и элементов в районе противотуманных фар, новая оптика с широкими возможностями динамического и адаптивного освещения, обновленная хромированная решетка радиатора, теперь отдельная от капота.
Новые задние фонари, задний бампер и измененный профиль края логотипа. На нижней накладке двери добавлено ребро. Обновлены поворотники на зеркалах. Обновлен дизайн руля. Заметны изменения в корпусе крепления салонного зеркала заднего вида. Обновлено головное устройство. Добавлен 3G модуль. Блок Bluetooth был обновлен и перемещен под заднюю полку. Навигация теперь была реализована через Google карты. В числе нескольких новых опций камера распознавания дорожных знаков. Пепельницы в дверях для задних пассажиров также немного изменились. В конце 2011 года в модельном ряду были произведены доработки и изменения для следующего модельного года. С 2011 по середину 2013 этот рестайлинг в целом продолжил линию предыдущего. Изменения коснулись задних фонарей, они приобрели более темный оттенок, решетка радиатора и эмблема остались прежними. Немного изменен дизайн головного устройства, добавлен пульт дистанционного управления и обновлено программное обеспечение, включая оформление меню. А также появились новые пресеты заставки для Exclusive DIN Audio. Отверстия перфорации на сиденьях стали меньше, форма подголовников сидений также была изменена. Дебют GP4 со второй половины 2013 по 2016 поменялась текстура зерна отделки пластиковых элементов, навигационные элементы приобрели более темный оттенок. Освещение салона теперь с комфортным регулируемым диодным светом. Стали доступны новые вариации оттенков и текстуры отделки сидений Poltrona Frau. Базовый цвет отделки салона стал светлее. Изменилась форма подголовников сидений. Регулировки сидений помимо хромированной окантовки приобрели рояльный оттенок. Обновлена панель управления климата для задних пассажиров для 4 и 5 местных версий. Съемный пульт дистанционного управления теперь с сенсорным экраном, который потом перекочует к Bentley Bentayga и новый Bentley Flying Spur. В этот период также были обновлены мониторы для задних пассажиров, актуально для версии ближе к 2014 году. Стала доступна новая отделка деревянных элементов с рояльным оттенком и надписью «Phaeton» на дверных элементах. Вновь немного обновлен дизайн руля, изменился дизайн селектора коробки передач, головное устройство с обновленным ПО, с наличием 3G модуля и возможностью создания точки доступа Wi-Fi. DIN Audio в 2014 году добавлены дополнительные настройки. Кнопка отключения мертвых зон перекочевала в меню головного устройства. Тонкие конструктивные изменения были внесены не только в части салона. Помимо этого, несколько хромированных акцентов было сделано снаружи, в районе противотуманных фар, и немного изменилась сама форма переднего бампера. Внутри нашего сообщества насчитывается более 100 фаэтонов. Все они разные, разных лет выпуска, модификаций, цветов и концепций. Но самые существенные и ключевые отличия мы можем увидеть, когда мы думаем о техническом устройстве автомобиля, попадая в самое сердце и сущность. За 15 лет производства устанавливались двигатели 6, 8, 10 и 12 цилиндров в V и W-образном исполнении, в продольном расположении и в общей численности 6 различных версий и 11 генераций. Не рассматривая подробных характеристик двигателей, редких и мелких проблем с различными датчиками, показателями расхода топлива, ресурсах элементов навесного оборудования и прочего, рассмотрим обобщенные данные и цифры для их сопоставления, взяв для начала линейку бензиновых двигателей.
VR6 объемом 3,2 литра, мощностью 241 лошадиная сила, модификация обозначалась как AYT. Устанавливался он только на моноприводной конфигурации, которые производились в период с 2001 по 2002 год. Двигатель имеет очень высокие показатели надежности, но самой основной и пронизывающей его особенностью является конструктив поддона и масляного насоса. Специфика расположения сводится к тому, что требуется меньшая глубина поддона, чем, к примеру, у Touareg с тем же двигателем, где больше места в силу большего клиренса. Соответственно, и маслонасос у одного и того же двигателя отличается. VR6 в такой конфигурации устанавливался только на Phaeton. Со временем или в зависимости от интервалов замены масла, а также самого масла в соответствии с допусками и параметрами, в некоторых случаях может проявиться проблема с низким давлением масла из-за постепенной выработки масляного насоса. Кстати, данная проблема, как и многие другие, давно изучена и понятна мера распространенности. Соответствующие материалы есть на канале, ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. Двигатель VR6 под обозначением BKL с теми же характеристиками и показателями надежности отличается от AYT тонкими конструктивными изменениями и немного другим показателем степени сжатия. Устанавливался данный двигатель только на полноприводной конфигурации в период производства с 2003 по 2008 год. Предусматривалась также модификация под индексом BRK с незначительными изменениями для стран с жарким климатом. VR6 рабочим объемом 3,6 литра устанавливался на Phaeton в период с 2009 по 2016. Система FSI и другие особенности придавали мощность 280 лошадиных сил. Данный двигатель считается менее практичным из семейства VR6 в линейке Phaeton, так как ввиду непосредственного впрыска топлива клапаны подвержены повышенному образованию нагара. Еще один и самый редкий из бензиновых двигателей, которые устанавливались на Phaeton мощностью 250 лошадиных сил, объемом 3 литра с непосредственным впрыском, устанавливался он в основном для китайского рынка в период с 2015 по 2016 год. Несмотря на малочисленность выборки и доступность статистики, есть четкое понимание, что данный двигатель, как и предыдущий VR6, требует к себе больше внимания. V8 4,2 литра с распределенным впрыском устанавливался практически с самого начала производства и по завершению производства в 2016. В отличие от V8, которые устанавливались на Audi, двигатель никак не менялся за все эти годы. Менялась только аббревиатура BJH и BJJ. Двигатель зарекомендовал себя как очень надежный. Самое существенное, что он может требовать от владельца, это замена компонентов узла ГРМ раз в 150-200 тысяч километров, а также тяги регулятора геометрии. На вершине линейки атмосферных двигателей W12 объемом 6 литров устанавливался в период с 2002 по 2004 год, имеет мощность 420 лошадиных сил. Его слабые места – недиагностируемый насос системы охлаждения и непростой доступ к большинству узлов. К примеру, для замены роликов приводного ремня придется снимать всю переднюю часть вместе с бампером и радиаторами. Ресурс двигателя существенно зависит от интервалов замены масла. Несмотря на то, что у этого двигателя алюминиевый блок, существуют живые примеры того, что он поддается капитальному ремонту. W12 следующей генерации показывал более высокую надежность и более высокую мощность 450 лошадиных сил. Устанавливался уже с начала 2004 года и по завершению производства в 2011 году. Была изменена система охлаждения коробки передач, чего явно не хватало предшественнику. Предусмотрена была также модификация BRN и BTT с минимальными отличиями для стран с жарким климатом. С середины 2003 по 2006 год устанавливался первый дизельный двигатель в линейке Phaeton первой генерации. Аббревиатуры BMK объемом 3 литра с крутящим моментом 450 Нм, мощностью 225 лошадиных сил. Благодаря высококачественной хонинговке блок данного двигателя в тандеме с графитовым покрытием и алюминиевым поршнем зарекомендовал очень высокую надежность, но на пробегах свыше 250-300 тысяч километров иногда проявлялась проблема с натяжителями цепей ГРМ, а пластиковый впускной коллектор к второму 100-тысячному рубежу в зависимости от общего возраста авто и стиля эксплуатации теряет герметичность. Вихревые заслонки также требуют обслуживания, а ресурс турбины до ремонта ограничен примерно на этих же отметках пробега. Вдобавок, сложный демонтаж турбины может обернуться тем, что проще осуществить ремонт со снятием всего двигателя. Схожий двигатель также устанавливался на Touareg и модели Audi.
С 2007 по 2008 улучшенная модификация BMK мощностью 233 лошадиных силы, крутящим моментом уже 500 Нм, на тот момент уникальный в своем роде двигатель, так как показатель мощности лошадиных сил на 1000 кубических сантиметров объема составлял 81 лошадиную силу. Вместе с этим двигателем в апреле 2007-го Phaeton являлся первым автомобилем F-класса с дизельным двигателем, который выполнял нормы экологического стандарта Евро-5. Двигатель, как и предыдущие его генерации, получился очень надежным и нетребовательным к ремонтам узлов навесного оборудования или замены компонентов системы впрыска. 2008-2013 – еще одна генерация дизельного V6 с изменениями в конструктиве навесного оборудования. Мощностью уже 240 лошадиных сил, аббревиатурой CEXA, были установлены самые новые на тот момент форсунки. С их помощью в рампе создавалось давление до 2000 бар. Была переработана турбина, геометрией теперь управлял электронный элемент, что позволило улучшить ее отклик и плавность. Все компоненты приобрели больше практичности и надежности. Турбина также стала более практичной в демонтаже. Переработана также дроссельная заслонка, EGR-система и ТНВД. Благодаря всем вышеперечисленным изменениям, этот мотор стал чрезвычайно гибким в чип-тюнинге. Стоит ли говорить о ресурсе самого двигателя, где мы имеем тот самый блок, относимый к BMK, в сочетании с более надежными компонентами навесного оборудования? – 2014-2016 – очередная и последняя для Phaeton генерация среди дизельных V6, принадлежащая к индексу последнего рестайлинга GP4. Мощность двигателя увеличилась до 245 лошадиных сил. Впускной коллектор снова стал пластиковым, что повлекло некоторые, хоть и незначительные проблемы с герметичностью после 200 тысяч километров пробега. Как в случае с BMK, в двигателе были улучшены натяжители цепей и клинового ремня, изменена EGR-система. Аббревиатура двигателя CEXB, в остальных аспектах двигатель остался прежним. Отдельного рассмотрения заслуживает двигатель V10 AGS, самый мощный двигатель, который устанавливался на серийные автомобили в период с 2003 по 2007. В 2004 году получил награду International Engine Award. Мощность 313 лошадиных сил, объем 4,9 литра, крутящий момент 750 ньютон-метров. Прежде всего, этот двигатель известен довольно скромным ресурсом узла турбин. Рекомендуется масло строго под допуском вязкости 0W20, иначе может наблюдаться износ шестеренчатого механизма ГРМ, а в более далекой перспективе осыпание покрытий стенок цилиндров. Но даже если сделать скидку на малочисленность выборки, все равно V10 является довольно надежным двигателем при регламентном обслуживании в профильных СТО. Прочие нюансы, о которых стоит говорить в контексте V10, это закисание геометрии электронных приводов, вследствие чего могут ломаться шестерни. Хотя их замена с последующей калибровкой не является глобальной проблемой, из-за объема, который двигатель занимает в подкапотном пространстве, навесное оборудование очень сложно ремонтировать. Учитывая саму по себе репутацию двигателя как не очень надежного, стоит отметить, что на ресурсе Mobile.d, а также внутри Phaeton клуба есть экземпляры, пробег которых доходит до 3-го 100-тысячного рубежа. Ясно, что такой двигатель провоцирует, поэтому все зависит от обращения и разночтений к вопросам о подходах к обслуживанию. Устанавливался данный двигатель только на Touareg и Phaeton. Каждый выберет для себя двигатель в соответствии с амбициями в сторону динамики или оптимизации расхода топлива. Я бы мог рассказать более подробно о каждом из них, но у меня было всего несколько минут, поэтому материал был рассчитан осветить только самые существенные моменты, не вдаваясь глубоко в устройство. Если вас интересуют какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Я смогу осветить их в следующей части, также опираясь на достоверную статистику от владельцев внутри сообщества Phaeton клуба. Переходя от темы двигателя к теме трансмиссии, коротко напомню, устанавливались 7 различных версий. Примечательно, что существуют крайне редкие экземпляры на моноприводе с двигателем VR6 AYT. Период их производства с декабря 2001 по июнь 2002 с механической шестиступенчатой коробкой передач. Также в период с 2002 по 2003 VR6 на моноприводе агрегировались классическим гидротрансформаторным пятиступенчатым автоматом от ZF под заводским индексом 5HP19FL, в котором, благодаря наличию блокировки, начиная с 3-й передачи, достигается самый оптимальный расход топлива. Далее в связке со всеми двигателями используются автоматы от ZF в сочетании с системой полного привода со свободным межосевым дифференциалом Торсон с распределением крутящего момента 50/50 на переднюю и заднюю оси и в случае необходимости до 70% на любую из онах.
Практически идентичная с Audi, кстати подвергнутая в Audi позже изменениям уже с наличием муфты, система полного привода на Phaeton в течение всего периода производства не изменялась. Шестиступенчатая модификация ZF устанавливалась в комбинации с двигателем VR6 BKL, такая же 6HP19A на двигателе V8 4,2 литра. Ресурс данной трансмиссии хорошо известен. 6HP19A, зарекомендовавший себя как очень надежный и выдерживающий высокий крутящий момент автомат, устанавливался также на всех поколениях дизельных двигателей V6. – 6HP32A – шестиступенчатая КПП для единственной связки с двигателем V10. Ресурс без ремонта может достигать 200-250 тысяч километров, однако в настройке этой трансмиссии очень специфично реализуется блокировка, что провоцирует износ Феррадо. Она также устанавливалась на Rolls-Royce Phantom и Audi Q7 V12, где выдерживает крутящий момент в 1000 Нм. И 5HP24A в комбинации с двигателем W12 для всех генераций этого двигателя. Надежная трансмиссия, но не для связки с этим двигателем, у которого крутящий момент превосходит ее рассчитанный предел на 50 Нм. Поэтому ресурс до первого ремонта не в 100% случаев, но учитывая предполагаемые амбиции за рулем автомобиля с таким двигателем, около 100-130 тысяч километров. В сложности устройства, обслуживания и ремонте все вышеперечисленные модификации существенно не отличаются. Как и тему двигателя, ввиду наличия большого количества материала по определению неисправностей, различных подходов к диагностике и прочим моментам, более подробно я расскажу в следующих частях. А на этом все. Хочу поблагодарить вас за внимание.